Раки, приветствую вас. Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. Для вас снимаю ваш прогноз на декабрь 2023 года. Посмотрим и проанализируем, с какими энергиями вы будете завершать этот год и с чем войдете в новый этап, в новый 2024 год. Помогут мне сегодня в этом Ленорман «Зима в Париже», а также Таро «Тысяча и одна жизнь». Поэтому мы с вами приступаем. Подумайте о том, что вы запланировали себе на этот период. Это очень важно. Мы с вами проанализируем, удастся ли вам осуществить задуманное. Итак, общие энергии месяца, работа, финансы, здоровье, личная жизнь и рекомендации от карт. Так, надеюсь, вам арканы хорошо видны. Мы с вами приступаем. Общие энергии месяца. У вас ложится прекрасный аркан «Десятка чаш». Это карта радости, довольства жизнью. Комфортная, яркая, знаете, как такая всеобъемлющая радость. Потому что десятка чаш — это единение с семьей, с близкими. Это вопросы примирения. Для кого-то становление семьи, получение предложения руки и сердца. Для кого-то укрепление семейных связей и продолжение рода. Для некоторых из вас это сама по себе ситуация признания в коллективе, в широких массах, в группах, среди ваших единомышленников. Потому что здесь радость, наполнение и самая главная ситуация, когда вы ощущаете себя нужным другим людям, очень важным и значимым. То есть это вот апофеоз. Вы счастливы. Что может быть еще лучше? Конечно же, этот аркан у вас может отыграться для каждого из вас в различных сферах жизни. И я дотягиваю, о чем непосредственно здесь идет речь. Итак, все-таки по императору для мужчин это могут быть перспективы отцовства или действительно становление семьи, когда вы делаете кому-то предложение руки и сердца. Для девушек и женщин ситуация здесь аналогична. Или вопросы продолжения рода, становления семьи. Для кого-то может быть обретение партнерства, как показывает этот аркан. То есть найти свою вторую половину, если вы свободны. Но и в целом это управлять коллективами, управлять массами. Потому что император у нас карта контроля. В связке с десяткой чаш это руководить группой людей, лиц, либо единомышленников, где вы получаете признание и авторитет. Анализируем с вами вопросы работы и карьеры. И вот оно тому подтверждение. Шестерка жезлов, карта триумфа, победы, цели, достижений, новых возможностей, как вот я добился, я смог, подведение итогов, радость. Безусловно, короля делает свита. И вы понимаете, что вашим успехом вы будете обязаны вашему окружению, соратникам, друзьям, коллегам, может быть, вашей семье, но тем не менее успех не приходит просто так. Смотрим, как отыграется этот аркан для каждого из вас. Для тех, кто сейчас не работает и работать не может. По семерке жезлов это несмотря на все невзгоды, преграды жизни, добиваться своего, поставленных целей и задач, а именно искать работу. И здесь вы можете найти, потому что здесь идет как работа в большей степени дистанционного характера. Для тех же, кто у нас является соискателем, шестерка жезлов и двойка монет. Это даже будет такая возможность или совмещать две должности на одном предприятии, или найти несколько вакансий, среди которых вы будете выбирать, а может даже и совмещать. Если рассматривать ситуацию для наемного персонала, то шестерка жезлов и шестерка чаш — это действительно быть своим среди чужих. То есть это настолько заручиться поддержкой, доверием коллектива и вашего окружения, то есть ситуация, когда вас превозносят. Более того, некоторым из вас могут поступить предложения от прежних компаний, где вы могли работать, потому что вы для них станете сейчас ценным сотрудником. И если же вы владеете собственным делом, собственным бизнесом, то шестерка жезлов и жрец — это процветание, это становление вашего авторитета, это база знаний, которой вы можете делиться и на этом зарабатывать. То есть вы можете проводить курсы, мастер-классы, вебинары, тренинги, семинары. Или также можете обучаться сами с целью получения нового опыта, который впоследствии вы будете применять на практике. Помимо всего прочего, шестерка жезлов и иерофант — это как получить документ, получить какой-либо сертификат, то есть подтверждение ваших знаний и, по сути, тех навыков, которые вы обрели. Финансовая сторона вопроса. Семерка мечей.
Аркан такой неоднозначный. Почему? Потому что, с одной стороны, он может указывать на ситуацию, когда вы можете стать жертвой мошенника, а с другой стороны, это сама по себе ситуация, когда вы можете утаивать доход или просто получать заработную плату в конверте или не декларировать те ресурсы, которые вы получаете. Смотрим, что же здесь. Здесь ложится десятка жезлов. Для большинства это все-таки будут вопросы легализации вашего дохода. Я сейчас спрошу, есть ли здесь риск потери ресурсов? Нет, здесь я этого не вижу. Здесь больше сама по себе задача, как объять необъятное, как все-таки грамотно вывести свои доходы, так сказать, в чистую, в белую, да, и при этом как бы не опасаться каких-то проблем с законом, с налоговой. Смотрим с вами вопросы здоровья. Здесь ложится восьмерка чаш. Это карта, которая может указывать на обострение ситуации, связанной с варикозным расширением вен, или если в принципе есть проблемы с венами, то это акценты обращения к флебологам. Плюс, помимо всего прочего, ситуация, когда вы можете быть эмоционально, морально истощены. Но оно, в принципе, понятно. И год подходит к завершению, и много задач, ситуаций, проектов, которые нужно закрыть. Только успевай, да, поспевай сделать все и сразу. Поэтому, конечно, это вас может морально измотать. Вопросы личной жизни. Шестерка мечей. Движение вперед. От чего или к чему, куда и зачем, сейчас будем прояснять. Но в любом случае шестерка мечей — это всегда перемены. Для тех, кто у нас с вами свободен. Шестерка мечей и королева монет. Ну, для мужчины это обретение женщины, которая для вас будет оплотом стабильности. То есть становление союза, создание семьи. Сейчас посмотрим для девушек и женщин, какова здесь ситуация. Ну, у вас здесь молодой, красивый, может быть в чем-то инфантильный и неопытный, но я думаю, вы быстро решите эту задачу, потому что здесь по шестерке мечей ветер перемен вас к этому готовит. Если же мы будем смотреть ситуацию для тех, кто у нас в любовных треугольниках, то шестерка мечей, тройка монет. Сама по себе ситуация стабильна, но может быть понимание, что вы хотите изменения этого формата. В каком ключе? Давайте прояснять, чего же здесь хотите на самом деле. По королю чаш это взаимного признания, любви и искренности, поэтому вы будете стремиться укреплять отношения с теми, кто действительно таковые чувства к вам проявляет. То есть это проверка на прочность, на искренность и, как следствие, понимание того факта, с кем вы хотите остаться. Для тех же, кто у нас в стабильных союзах. Что у вас? Шестерка мечей и дьявол. Это идти к вопросу, не могу сказать, что созависимости друг от друга, но связать себя новыми обязательствами. Причем на долгосрок. Это может быть как появление детей, так и, допустим, ипотека, кредитование или совместный бизнес, потому что здесь по этим картам это идти к тому, чтобы связать себя по рукам и ногам. И тогда, несмотря на все прочее, по аркану умеренности вы будете ощущать себя максимально комфортно. Парадокс, но факт. Смотрим с вами рекомендации. По рекомендациям, четверка чаш – это выходить из зоны апатии, хандры, застоя, обратить внимание на свое окружение, посмотреть, что концентрируйтесь-то вы не на тех задачах. Не нужно залипать на каких-то проблемах или на ситуациях, которые, возможно, вас в жизни стопорят. Потому что здесь нужно переключать акценты на те вещи, которые для вас будут более значимыми. Если в целом в совокупности факторов анализировать для вас этот месяц, как мы видим, на всех пунктах у нас здесь идут как младшие арканы, старший аркан у нас в качестве допов. Поэтому месяц хоть и проходящий, но готовящий вас к каким-то знаковым моментам, которые у вас состоятся уже фактически в первом квартале 2024 года. Смотрим с вами неожиданность периода. Что же здесь? Солнце, медведь, гроб, сад. Если смотреть по этим картам, это однозначно будет изменение статуса, в первую очередь для мужчин, потому что медведь, солнце, медведь, гроб – это для вас неожиданная радость, но вместе с тем, которая меняет ваш статус. А именно, стать, допустим, женатым человеком или стать отцом. Также для девушки и для женщины это для вас изменение текущей позиции. И эти карты говорят о ситуации изменения социального окружения, потому что здесь падает карта сад, изменение покровителя или круга влиятельных лиц, которые вам оказывали в каких-либо вопросах содействия.
Поэтому, знаете, как смена власти, могу еще так сказать, для вас это будет. Ну, то есть может поменяться руководитель, может поменяться, ну, не знаю, более высокий какой-то там чиновник в вашем управлении, в вашей фирме или в вашей компании. Но это также для вас повлечет какие-то знаковые, значимые перемены. Ну и в целом, если у вас были какие-то покровители и помощники, то здесь как меняются лица, которые будут вам оказывать содействие. Поэтому вот так, такой период, такой месяц. Конечно же, мы вам закрываем это все со знаком плюс, чтобы все-таки месяц был продуктивным, комфортным, стабильным. Но вы, пожалуйста, по прошествии периода дайте знать, напишите, как по факту вам отозвалась информация, какие перемены произошли. Мне будет интересно вас почитать, услышать, я думаю, представителям вашего знака зодиака тоже. И еще такая небольшая ремарочка. Напишите, пожалуйста, в комментариях, в каком формате, в каком ключе вы хотели бы видеть годовые расклады. Формат 12 домов или все-таки в прежнем формате, в котором я эти расклады делала. Благодарю вас за внимание. С вами не прощаюсь. До новых встреч.